А вот сейчас я стал замечать, что вот эти вот седые волосы куда-то постепенно пропадают. Они становятся, ну, такие уже пегие, как-то так это, седины в волосах такой ярко выраженной уже нету. До приема синтезита очень сильно ломались ногти, да, они были слабые, э, хрупкие. То вот с началом приема синтезита и сейчас ногти стали очень крепкие, сильные. Ну, плюс ко всему, хочу сказать, работа сердца улучшилась. У меня 5 лет назад был инфаркт, и когда я быстро шел, у меня появлялась какая-то одышка. Сейчас этого вообще нету даже и в помине. Так что у меня вот ощущения такие, что вернулась молодость. Сергей, здравствуйте. Вы были у нас в гостях в январе этого года, рассказывали о том, какие изменения у вас произошли после первого курса синтезита. Уже прошло, получается, практически 5 месяцев, вы принимали синтезит, и у вас, естественно, произошли еще какие-то интересные изменения. Прошу вас рассказать для наших зрителей, начав с самого начала, что вы заметили, как только начали принимать синтезит, что у вас было тогда, и во что это вылилось сегодня, какие у вас есть улучшения, изменения по физическому, по психическому состоянию. Добрый день, Александр. Спасибо за то, что пригласили на беседу. Я хочу сказать, конечно, синтезит в моей жизни сыграл сейчас, ну, можно сказать, выдающуюся роль. Прежде всего, вернулось здоровье, то, которого не было и даже где-то и в 40, и в 50 лет, да, то есть это ощущение молодости пришло. Плюс ко всему, я хочу сказать, мышцы стали очень крепкие, хотя я как не занимался спортом, так и не занимаюсь до сих пор. Но реально вот вчера шли с товарищем по Москве. В Москве был, наверное, первый такой теплый весенний день, а может быть даже и летний, то есть где-то было за 22 градуса. И я шел в футболке, и он мне говорит: слушай, говорит, у тебя руки как у спортсмена все равно, говорит, видно накачанные мышцы. Я ему сказал, говорю, я говорю, ты понимаешь, ну я же не занимаюсь спортом, ты же знаешь, все-таки мне уже 64-й год идет, какой спорт в таком возрасте? Я говорю, да, действительно, я говорю, но мышцы стали очень сильные, в них появился вот тот тонус, который когда ты ежедневно занимаешься спортом, то есть он говорит, ну и вообще-то как-то стал лучше выглядеть. Говорит, волосы какие-то у тебя стали появляться на голове. Говорит, а до этого почти уже ну, была очень большая плешина. И, говорит, волос не было. Говорит, какая-то появилась новая у тебя, ну, вид, новый вид у тебя появился как бы. Но это действительно так. Вот я что хочу сказать. У меня, я стал замечать такую вещь, у меня была полностью седая борода. На ней не было ни одного темного волоса. А теперь то там, то тут появляются маленькие новые и волосы того цвета, который у меня был в молодости. Вот, то есть происходит, видимо, регенерация организма. И что хочу сказать. Вот если я когда начал принимать в конце октября и принимал до конца ноября 2019 года, ощущение было такое очень праздничное, потому что ну, я стал замечать, что стал более глубокий сон, легкость появилась, утомляемость прошла. А вот когда у меня произошел между ноябрем и январем перерыв 1,5 месяца, и я потом снова начал принимать, вот первые дни как бы тоже вот были такие же ощущения, как и при приеме первой упаковки синтезита. А потом эти ощущения как-то сходят на нет. И уже ты не получаешь вот тех новых ощущений, которые у тебя были вот в начале приема синтезита. Но что самое удивительное, к хорошему ты быстро привыкаешь.
Вот. А что-то замечать новое становится все сложнее и сложнее. И здесь как раз происходит такая интересная вещь, что кто-то начинает говорить, что вот у него какие-то происходят изменения. И вдруг ты начинаешь понимать, а он говорит то, что у тебя происходит, а ты их уже не ощущаешь вот на себе, потому что это стало какой-то данностью, да, то есть вот это вот хорошее состояние организма. И оно дает прежде всего, вот когда ты слушаешь, какие-то люди говорят о своих ощущениях, то ты начинаешь также их коррелировать по отношению к себе. И ты замечаешь, что да, у тебя же ведь тоже это происходит. Просто ты уже в силу того, что ты достаточно долго принимаешь синтезит, ты эти ощущения не так остро чувствуешь. Вот произошло такое как бы отупление восприятия вот этих новых качеств, которые в тебе тоже уже происходят, изменения. И, во-вторых, я хочу сказать, что я разговаривал с Владиславом и сказал, что у меня стала зарастать полишина на голове, которая была на протяжении 28 лет. Ну вот, и я могу даже наклонить голову и показать, что волосы реально на голове стали гуще, и был большой процент седины в волосах. А вот сейчас я стал замечать, что вот эти вот седые волосы куда-то постепенно пропадают. Они становятся, ну, такие уже пегие, как-то так это, седины в волосах такой ярко выраженной уже нету. Вот это говорит о том, что улучшается структура волос на голове. Также хочу сказать, что у меня до приема синтезита очень сильно ломались ногти, да, они были слабые, хрупкие. То вот с началом приема синтезита и сейчас ногти стали очень крепкие, сильные, вот, и перестали ломаться и крошиться. Ну, плюс ко всему, хочу сказать, работа сердца улучшилась. У меня 5 лет назад был инфаркт, и когда я быстро шел, у меня появлялась какая-то одышка. Сейчас этого вообще нету даже и в помине. Так что у меня вот ощущения такие, что вернулась молодость. Ну, это феноменально, конечно, тем более за такой короткий период, всего 5 месяцев. Ну, получается больше, потому что все-таки ноябрь я практически весь месяц, ну, там в конце октября начал, 27 октября, и растянул там до конца ноября, да, то есть поэтому, да, полуторамесячный перерыв был в приеме синтезита, но теперь я его, вот с января месяца я его принимаю постоянно. Единственное, что я хочу сказать, я для себя понял, что если я принимаю синтезит ежедневно, то спать не хочется. Такие силы в организме появляются, что, в общем-то, реально получаешь такую бессонницу, но бессонницу не мучительную, а как раз ты можешь совершенно спокойно работать, читать там, или сидеть в интернете, и ты не чувствуешь усталости. И все-таки я считаю, что организм должен отдыхать, и я перешел на прием синтезита через день. И, в общем-то, и даже это мне никак не влияет на мой организм. Я могу, в принципе, и точно так же просидеть там до 4-5 утра, лечь спать, поспать буквально 5 часов, проснуться и быть полон силы и здоровья. Отлично, очень интересно. Можно уточнение небольшое по поводу волос? Через какой промежуток времени первый раз заметили, что появились новые волосы и стали темнеть волосы? Скажем так, сначала мне моя знакомая сказала, что
говорит, ты знаешь, у тебя структура волос поменялась. Они, говорит, как-то стали более пышные. Ну, я так это отшутился, сказал, да нет, ну, ничего не происходит, я же типа того вижу. А потом получилось так, что я принимал душ и нагнулся, и два зеркала так, ну, как бы рядом находились. И я увидел в одном и в другом как бы свое отражение. Вот. И нагнул голову и увидел, что моя плешина, которая была очень большой, вдруг она уменьшилась реально. И, кажется, я помню, я Владиславу прислал по WhatsApp фотографию, сделанную моим другом. Я говорю, сфотографируй, пожалуйста, я вот хочу поделиться радостью с Владиславом Карабаном, что у меня уменьшилась плешина в размере. И я обратил внимание, что когда фотографию увеличиваешь, да, то есть то видно, что уже там, где раньше волос вообще не было, там растет маленький подшерсток. То есть, а сейчас он уже, в общем-то, увеличивается и увеличивается. И, в общем-то, практически позволяет уже закрывать эту проплешину на голове. Очень интересно. У меня у матери, кстати, брови стали более пышными тоже. Ну, кстати, я обратил внимание, после того, вот, как вы с Константином, по-моему, тоже это сказали, я это интервью прослушал, я тоже сегодня с утра вот подошел к зеркалу, посмотрел на брови. Да, и у меня тоже структура бровей тоже улучшилась. Ну, замечательно, отлично. Очень информативное интервью. Спасибо вам большое за такой подробный отзыв. Наблюдайтесь дальше. Здоровья. Большое спасибо. Реально, я, в общем-то, за собой внимательно смотрю и смотрю за изменениями, те, которые происходят у других людей, и также я эти изменения узнаю, и также свои изменения я узнаю и у этих людей, да, через их. Все, спасибо большое, до свидания. Спасибо. До свидания.